Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Марина, профессиональный астролог. И сегодня мы погрузимся в невероятно увлекательную тему «Ангел и дьявол в каждом из нас». Какова ваша хорошая и плохая сторона по знаку зодиака? Звезды всегда были источником удивительных открытий, и они могут раскрыть перед нами глубины нашей души, показать, где скрываются наши светлые и темные стороны. Мы все знаем, что в каждом из нас есть две стороны – светлая и темная. Эти стороны делают нас теми, кто мы есть, и помогают нам расти и развиваться. Сегодня я расскажу вам, как проявляются эти стороны у каждого знака зодиака. Приготовьтесь к увлекательному путешествию по звездному небу и вглубь собственной души. Ангел. Овны – это настоящие воины света. Они энергичны, решительны и всегда готовы бороться за справедливость. Их энтузиазм заразителен, а оптимизм вдохновляет окружающих. Овны умеют быстро принимать решения и готовы взять на себя ответственность за свои действия. Дьявол. Однако, иногда их решительность может превратиться в импульсивность и агрессию. Овны могут быть упрямыми и не терпеть возражений. В гневе они могут быть разрушительными и не щадить ни себя, ни окружающих. Их прямота может ранить чувства других людей, а желание всегда быть первыми привести к конфликтам. Ангел. Тельцы – воплощение стабильности и надежности. Они терпеливы, преданы и всегда готовы поддержать близких. Тельцы обладают невероятной выдержкой и могут долго работать над достижением своих целей. Их практичность и здравый смысл делают их отличными советчиками и друзьями. Дьявол. Тем не менее, их упрямство может стать проблемой. Тельцы могут быть чрезмерно материалистичными и слишком привязаны к комфорту и привычкам. Они могут быть ревнивыми и собственническими, а их стремление к стабильности иногда превращается в страх перед переменами. Близнецы. Ангел. Близнецы – это мастера общения и настоящие интеллектуалы. Они остроумны, любознательны и обладают удивительной способностью адаптироваться к любым условиям. Близнецы могут быть душой компании и всегда находят общий язык с разными людьми. Их умение мыслить нестандартно делает их замечательными новаторами. Дьявол. Однако их двойственная натура может сыграть с ними злую шутку. Близнецы могут быть непостоянными и поверхностными, что затрудняет построение глубоких отношений. Их склонность к сплетням и чрезмерной болтливости может привести к недоразумениям и конфликтам. Кроме того, их беспокойство и неустойчивость могут мешать им сосредоточиться на одном деле. Раки – это воплощение заботы и эмпатии. Они глубоко чувствуют и понимают эмоции других людей, всегда готовы прийти на помощь и поддержать. Раки обладают сильной интуицией и умеют создать атмосферу уюта и безопасности вокруг себя. Они верные друзья и надежные партнеры. Дьявол. Однако их эмоциональность может быть чрезмерной. Раки склонны к излишней тревожности и могут долго переживать старые обиды. Они могут быть слишком зависимыми от мнения окружающих и бояться одиночества. Их склонность к манипуляциям и пассивной агрессии может разрушить отношения. Ангел. Львы – это прирожденные лидеры. Они уверены в себе, щедры и обладают сильным чувством справедливости. Львы умеют вдохновлять и вести за собой. Их энергия и энтузиазм заряжают окружающих. Они искренне заботятся о своих близких и готовы защищать их в любой ситуации. Дьявол. Но иногда их уверенность перерастает в эгоцентризм и высокомерие. Львы могут быть чрезмерно требовательными и жаждущими восхищения. Их стремление к драме и вниманию может привести к конфликтам и недопониманиям. Они могут быть упрямыми и не принимать чужое мнение, что затрудняет сотрудничество. Ангел. Девы – это воплощение трудолюбия и организованности. Они внимательны к деталям, всегда стремятся к совершенству и готовы помочь другим. Девы обладают аналитическим умом и могут находить решения в самых сложных ситуациях. Их скромность и практичность делают их незаменимыми друзьями и коллегами. Дьявол. Однако их стремление к идеалу может превратиться в перфекционизм и критичность. Девы могут быть слишком требовательными к себе и окружающим, что приводит к стрессу и конфликтам. Их склонность к беспокойству и излишней анализу может мешать им расслабиться и наслаждаться жизнью. Ангел. Весы – это настоящие дипломаты.
Они стремятся к гармонии и справедливости, всегда готовы выслушать и понять другую сторону. Весы обладают тонким чувством прекрасного и умеют создавать вокруг себя атмосферу мира и уюта. Они обаятельны и умеют находить компромиссы в любых ситуациях. Дьявол, но их стремление к балансу может обернуться нерешительностью и колебаниями. Весы могут избегать конфликтов любой ценой, что приводит к подавлению своих истинных чувств и желаний. Их желание угодить всем может привести к потере собственного «я» и зависимому поведению. Ангел. Скорпионы – это люди с невероятной силой воли и интуицией. Они страстные, целеустремленные и всегда готовы бороться за свои идеалы. Скорпионы обладают глубоким пониманием человеческой природы и умеют видеть суть вещей. Они верные и преданные друзья, готовые на все ради своих близких. Дьявол. Однако их страсть может обернуться ревностью и мстительностью. Скорпионы могут быть чрезмерно подозрительными и скрытными, что мешает им строить доверительные отношения. Их склонность к манипуляциям и контроль может приводить к токсичным ситуациям. Они могут быть мстительными и не прощать обид, что разрушает их внутренний мир. Ангел. Стрельцы – это настоящие оптимисты и искатели приключений. Они полны энтузиазма, всегда готовы к новым открытиям и путешествиям. Стрельцы обладают широким кругозором и философским мышлением. Их вера в лучшее вдохновляет окружающих. Они честны и открыты, что делает их замечательными друзьями. Дьявол. Но их стремление к свободе может привести к безответственности и поверхностности. Стрельцы могут быть чрезмерно откровенными и не учитывать чувства других людей. Их склонность к риску и авантюрам может привести к непродуманным поступкам и потерям. Они могут избегать обязательств и ответственности, что создает проблемы в отношениях и карьере. Козерог. Козероги – это воплощение дисциплины и ответственности. Они амбициозны, целеустремленные и готовы к долгому труду ради достижения своих целей. Козероги обладают мудростью и здравым смыслом. Их надежность и преданность делают их отличными лидерами и партнерами. Дьявол. Однако их стремление к успеху может превратиться в чрезмерную амбициозность и жесткость. Козероги могут быть чрезмерно критичными и требовательными к себе и окружающим. Их склонность к пессимизму и изоляции может мешать им наслаждаться жизнью и строить глубокие отношения. Они могут быть слишком зациклены на материальных достижениях, забывая о духовной стороне жизни. Водолей. Ангел. Водолеи – это настоящие новаторы и гуманисты. Они обладают уникальным мышлением, всегда стремятся к прогрессу и улучшению мира. Водолеи открыты новым идеям и готовы помогать другим. Их дружелюбие и независимость делают их замечательными друзьями и партнерами. Дьявол. Но их независимость может обернуться отчуждением и холодностью. Водолеи могут быть чрезмерно упрямыми и не учитывать чувства других людей. Их стремление к оригинальности может привести к эксцентричности и непредсказуемости. Они могут избегать эмоциональной близости и бояться привязанностей, что мешает им строить глубокие отношения. Рыбы. Ангел. Рыбы – это воплощение мечтательности и эмпатии. Они обладают богатым воображением и способны Рыбы-ангел. Рыбы – это воплощение мечтательности и эмпатии. Они обладают богатым воображением и способны глубоко чувствовать эмоции других людей. Рыбы всегда готовы поддержать и помочь. Их интуиция и духовность делают их замечательными друзьями и советчиками. Дьявол. Однако их мечтательность может обернуться излишней чувствительностью и бегством от реальности. Рыбы могут быть склонны к самообману и избеганию проблем. Их излишняя жертвенность может привести к тому, что они забывают о собственных потребностях и интересах. Они могут быть подвержены депрессии и внутренним конфликтам, что мешает им реализовывать свой потенциал. Вот такая у нас получилась картина, дорогие друзья. Каждый знак зодиака обладает своими уникальными чертами, которые могут проявляться как в положительном, так и в отрицательном ключе. Понимание этих сторон поможет нам лучше понять самих себя и окружающих, научиться управлять своими слабостями и развивать свои сильные стороны. Звезды всегда готовы помочь нам на этом пути. Нужно только прислушаться к их мудрости. Спасибо, что были со мной, и до новых встреч. С вами была Марина, ваш профессиональный астролог.